Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. После решения племени по барану госпожа Хаджер не может скрыть своего гнева. Они говорили, что самый яркий период у них был при правлении барана, представителя племени, и их даже помнили за границей, но в последние годы имя Карабеев запятналось. Когда Тарик Ага говорит ему не молчать о плохих поступках Нихата, Тарик возражает. «Спикер, говорите, что хотите, мы не отбеливали эти бороды на мельнице. Дело в том, что решение племени заключается в том, чтобы баран Карабей снова пришел к власти. Что вы скажете, господин баран?» Господин Кудрет сказал барану: «Вы не можете отвернуться от решения племени, подумайте о нашей молодежи». Когда баран сказал: «Я не могу игнорировать то, что произошло за последние несколько дней, эти ошибки принадлежат не только Тарику, но и также просьбу моих старших исправить ошибки», Тарик уходит. Никому не стоит беспокоиться, Карабеи снова будут друзьями с угнетенными и врагами с угнетателями. Он говорит, что у кого есть право, тот получит хоть копейку. Когда представитель сказал: «Я никогда не позволю нарушить этот порядок, любой, кто попытается нарушить его, найдет меня», спасибо, господин баран, мы всегда вас поддерживаем. Когда Тарик приходит в комнату, приходят также госпожа Хаджер, Джейда и Берфин. Пока госпожа Хаджер ругает его за то, почему ты убегаешь, когда Тарик говорит, что мне делать. Все отвернулись от меня, и мы проиграли, госпожа Хаджер дает ему пощечину и злится, говоря: «Как быстро ты забыл, что сделали с тобой и твоим братом. Ты не можешь сказать, что я отказался от этого дела. Я стоял высоко, чтобы ты не склонил голову, я отказался от себя, я не прошел через все эти страдания, чтобы ты сдался, опомнился, я не говорю, что я побежден, ты мой сын, ты сделаешь все возможное, ты прольешь кровь, если понадобится, ты меня слышал». Баран оценивает инцидент с Гэжой Азади и Геном Кудретом. Когда господин Кудрет говорит, что Тарик не смог эффективно использовать предоставленный ему шанс, баран говорит: «На самом деле я не в восторге, но когда семья заговорила об этом, мне пришлось принять это предложение». Когда он и Дилан идут в свою комнату, Дилан спрашивает: «Тебе пришлось принять это?» Баран отвечает: «Да, пришлось. Когда я увидел, что происходило в течение нескольких дней, я почувствовал себя немного виноватым из-за этого. Я тоже принял это, чтобы все было в порядке». Дилан говорит: «Я тебя понимаю, но когда я думаю о том, что произошло в прошлом, мне немного страшно». Баран: «Я с тобой согласен, мы как Карабеи сильное и глубоко укоренившееся племя, я всегда буду бороться за свою семью, перемен не будет, ты со мной». Дилан говорит: «Что бы ни случилось, даже если разразится буря или звезды упадут с неба на землю, я всегда буду рядом с тобой». Акиф продолжает думать о Тугбе, говорящем о Берфине. Затем он звонит другу по имени Асгур и просит его расследовать прошлое Берфина. Когда Дилан говорит, что вся помощь фонду прекращена и женщины просят его о помощи, Берн говорит, что вы можете делать все, что захотите. В то время как Дилан говорит, что ему следует немедленно приступить к работе, Берн говорит: «Мне нужно проверить счета компании, но тебе нужно отдохнуть прямо сейчас». Они утверждают, что с Диланом все в порядке и он хочет работать. Берн завершает тему, говоря, что «я не хочу никаких возражений, вам нужно отдохнуть». Пока Тарик сидит один в своем кабинете, Джейда подходит к нему и спрашивает: ты не сдашься, верно, Тарик?» Джейда говорит, что когда группа хулиганов издевалась над ними в старшей школе, Тарик противостоял им, и в тот момент она была очень впечатлена и в этот момент влюбилась. «Ты по-прежнему сильный и смелый, ты мой герой, ты все сделаешь хорошо, я верю в это всем сердцем, ты победишь барана, мы получим то, что заслуживаем, и мы будем смеяться последними», он кладет голову на плечо Тарика. Когда Дилан видит Берн в постели с планшетом в руке, она уговаривает меня поспать и спрашивает: «Ты сам работаешь?» Баран говорит: «Я просмотрел несколько писем». Дилан говорит: «Нет, сэр, пусть агенты подождут», и заставляет его уйти. Потом они рассказывают о том, как они так любят друг друга и что хотят так состариться. Когда Дилан говорит: «Никогда не переставай любить меня», Берн говорит: «Любить тебя – это самая большая клятва в моем сердце, и я не откажусь ни от любви к тебе, ни от своей клятвы».
Господин Кудрет расследует все недостатки в племени и начинает производить выплаты и сообщает об этом Барану. Когда он сказал, что Нихат только ухудшает ситуацию, Баран ответил, что согласен, в противном случае мы сделаем то, что необходимо. Господин Кудрет говорит: я не хочу вмешиваться в ваши дела, но стоит ли вам поговорить с стариком? Я поговорю с Бараном, отцом, но ему нужно немного успокоиться. Мы живем в одном доме, и дома тоже есть ребенок, которого нельзя подвергать таким вещам. Когда я скажу господин Кудрет, он это сделает. Привыкните к нам со временем. Бэрон уходит, чтобы присматривать за Диланом. Когда Дилан встал с кровати, он сфотографировал Мирана и разговаривал с ним. Когда Бэрон вошел в комнату и спросил: «Доброе утро, с тобой все в порядке?» Дилан сказал: «Я в порядке, сейчас светло, мы поговорили с нашим сыном». Какое-то время. Когда Бэрон говорит о бизнесе с моим отцом, Дилан говорит: «Я восхищаюсь вашим трудолюбием и решимостью, давайте как можно скорее решим вопрос с фондом и поговорим с вами». Бэрон обещает, что окажет вам всевозможную поддержку, не утомляя себя. Когда он спрашивает Барана, видел ли он Чинара, Баран отвечает, что не видел его: «Приготовьтесь, а мы посмотрим». Когда Тарик расстраивается из-за своей матери, госпожа Хаджер спрашивает, как долго дети злятся из-за его матери. Когда Тарик сказал: «Мама, ты унизила меня перед моей женой, ты дала мне пощечину, как будто я была ребенком», госпожа Хаджер рассказала мне о воспоминаниях, которые у нее были, когда она была ребенком, и сказала: «Я вырастила сильного сына, который встал, когда я упал. Я не сомневаюсь, что с этого момента ты будешь действовать умнее». Нихат нелегко забудет пощечину, которую он получил вчера от Барана. Не упускай возможность, которая появится на твоем пути. Когда Тарик сказал не волноваться, госпожа Хаджер похвасталась: «Я не сомневалась, молодец, это мой сын». Баран и Дилан приходят к Чинару. Пока Дилан обнимает Чинара, Баран видит, что край фотографии Чинара на стене оторвался, и, пытаясь это исправить, замечает надписи на обратной стороне. Он приклеивает это снова, не сообщая об этом Дилану и Чинару. Когда Чинар говорит, что он напуган вчерашними событиями, Чинар спрашивает: «Вы когда-нибудь дрались?» Дилан говорит: «Разве насилие – это не очень плохо?» Когда Баран говорит, что его дядя, Баран говорит: «Да, скажем, мы дал ему то, что он заслужил». Когда ход Чинара в тот момент был ходом Барана, Дилан говорит: «Вы видели, Баран сделал ваш ход». Однако Чинар об этом тоже не знает. Тарик хочет приехать и взять Чинара поиграть. Когда Чинар говорит Дилану и Барану пойти с ними, Баран говорит: «У нас есть кое-какие дела с Диланом», и они выходят из комнаты. Тарик одевает Чинара, чтобы вывести его. Ассоциация реализует проекты, которые будут поддерживать женщин, работающих на дому, и развивать регион для девочек, которые не могут ходить в школу. Когда я рассказываю об этом Барану, Баран говорит: «Моя умная жена, ты очень хорошо подумала». Тем временем, пока Чинар едет на велосипеде, Дилан обеспокоен тем, что он едет слишком быстро и упадет. Чинар видит Дилана, едущего на велосипеде, зовет его и машет рукой. Джейда приходит к Тарику и говорит: «Дорогой, ты молодец, ты очень хорошо водишь, он такой же быстрый водитель, как и его отец». Спина Дилана потеет, и когда она беспокоится о том, чтобы он не заболел, Бэрон говорит, что его родители присмотрят за ним. Джейда звонит Чинару: «Хорошо, проходи», и они зайдут внутрь. Тарик отправляет Чинара в свою комнату и говорит: «Давай, отдохни». Когда Чинар ушел, Джейда сказала: «Как хорошо, что мы сделали, что взяли ребенка, пусть смотрит на него вот так, как кошка смотрит на печень, и Берфин злится внутри». В любом случае, он просит Берфина заказать процедуру по уходу за кожей, говорит Берфину: «Я тебе тоже это рекомендую, дорогая», и уходит. Берфин и Берфин смеются, потому что это единственная работа, которую тетя Тарик выполняет в обязательном порядке. Берфин говорит: «Как мило, раньше мы смеялись», и они помнят воспоминания о его отцовстве, когда он хотел преследовать Берфина, Тарик пришел и избил его, а затем его отцовство схватило Тарика за горло. Когда Тарик говорит: «Не думай об этом, Берфин, я знаю это, чтобы не расстраиваться, мне бы хотелось, чтобы мы смеялись и были такими раньше, брат, пожалуйста, не приходи больше к моей матери», Тарик говорит, что это слишком поздно.
Дилан говорит, что он выдвигает столько идей, что все они очень нравятся Барану, но я не хочу, чтобы ты работал один, ты можешь делать все, что хочешь, ты можешь проверить это сам, я каждый день молюсь Богу, чтобы он привел тебя к мне. Когда я говорю, что хочу поговорить с Дилан Берфин и узнать ее мнение, Бэрон говорит, что приятно снова видеть тебя таким веселым. Дилан говорит, что меня интересуют красивые вещи, так зачем же человек живет? Когда Акиф приезжает в особняк, ему звонит Асгур, и он понимает, что они подвергаются насилию в семье со стороны его отчима, но у Берфина разница в 1,5 года. Когда Дилан приходит к Берфину и рассказывает о своих мыслях, Берфин становится взволнованной, и Дилан предлагает ей присоединиться к фонду. Берфин говорит: «Я умею шить, я могу внести такой вклад», и очень радуется. Пока Тарик собирает свои вещи в своем кабинете и освобождает комнату для Барана, к нему приходят Акиф и Баран. Тарик говорит, что мои обязанности, возможно, и закончились, но я всегда готов взять на себя ответственность, и когда он собирается уйти, Баран спрашивает: «Куда ты идешь? У нас будет встреча». Господин Кудрет говорит: «Мы семья, и все решения принимаем вместе, ты тоже Коробей». Когда Дилан собиралась войти в комнату Чинара, госпожа Хаджер остановила ее и сказала: «Чинар спит, малышу нужно поспать». Дилан спрашивает: «Мы начинаем пытаться держать Чинара подальше от меня». «Госпожа Хасер, я знаю, что боль ребенка тяжела, вы пытаетесь утешить себя, поставив сына на место, но когда он говорит «нет», Дилан говорит: «У меня нет таких намерений, я оставляю своего сына живой в моем сердце, никто не сможет его отсюда забрать, будьте уверены», и уходит. Когда приходит известие, что Нихат подошел к двери, Баран велит Акифу впустить его. Когда Нихат вошел, он сказал Барану: «Я думал, мы сможем прийти к соглашению с тобой». Когда Баран сказал Аге, Баран сказал: «Я не буду заключать с тобой соглашение». Тогда, когда вы говорите, что вернете все, что отняли у народа, спрашивает Нихат, вы слышите, что говорите? Баран: «Из-за тебя люди потеряли свое имущество и земли. Ты не собирался обращаться к тем, кто не имел на это права». Когда Нихат говорит: «Я говорю свое последнее слово, если ты не вернешь то, что ты хочешь. Ты взял, я сделаю тебе хуже, чем смерть», Нихат говорит: «Ладно, пусть будет так», и выходит из комнаты. Бэрон говорит, что мы сможем продолжить нашу встречу после того, как он уйдет. Дилан очень скучает по Мирану, целует и обнимает его фотографию. Глядя на картину, в комнату заходит Бэрон и спрашивает: «В порядке ли ты?» Когда Дилан говорит: «Я не в порядке, как мне быть, как мне жить», Баран говорит: «Продолжаем, но часть из нас всегда не хватает». Дилан говорит: «Это правда, нашей радости не хватает, мы просыпаемся каждое утро, едим, дышим, иногда я чувствую себя очень виноватым, как будто я делаю вдох, который ему нужно сделать, как будто я делаю вдох. Что ему нужно сделать, вздох, которого я не заслуживаю, жизнь, которую я не заслуживаю, каждый момент, который я проживаю, кажется мне наказанием, раскаянием». Они оба не могут сдержать слез. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.